Привет, я Настя Ким, я художник комиксов, я сценаристка, и сегодня я отвечу на 23 ваших вопроса. Почему Фобс? Почему у меня такой ник? Это в честь моего любимого персонажа из первого комикса, который я читала в жизни. Мне было 13 лет, когда я взяла этот ник, и вот с тех пор я хожу с ним. Как ты оказалась в Bubble? В 2012 году весной мне на мой аккаунт в соцсети просто написал Артем, сказал: «Привет, ты хочешь рисовать комиксы?» Я сказал: «Окей, да, я хочу рисовать комиксы». Он сказал: «Приходи работать». Все, это конец истории. Так я попала в Bubble. Главный проект года. Для всех главный проект года — это «Гром», конечно же, но лично для меня главный проект пока что это «Бесобой», которого мы в этом году закончили. У нас был 100-й номер. Я проработала на нем больше 6 лет, поэтому это для меня очень важно. Твой первый фандом. Мой первый фандом. Это было так давно. Наверное, мой первый полноценный фандом — это «Ведьмы». Самый первый неосознанный фандом — это у меня «Гарри Поттер». Наверное, как и у всех. Тебя когда-нибудь сравнивали с другими художниками? Наверное, сравнивали. Но, честно говоря, я никогда этим не интересовалась, поэтому чем ты занималась до Bubble? Я рисовала комиксы. Тоже. Только без какой бы то ни было поддержки. Еще училась в институте с переменным успехом. Кому из персонажей Bubble ты бы дала подзатыльник? Это нечестный вопрос. Я не знаю, мне ответить честно или попытаться приврать немножко где-нибудь. Я бы дала подзатыльник Аху. Нашему антихристу я бы дала подзатыльник. Он, конечно, классный, но я бы дала ему подзатыльник. Много подзатыльников, наверное, очень много. У тебя есть талант, о котором никто не знает? У меня есть талант. У меня есть талант дотягивать всю работу до самого страшного дедлайна, а потом лежать и плакать. Это мой главный талант. Твое кредо — много работать. Мое кредо — это просто много работать. Какая суперспособность помогла бы тебе в работе? Создавать своих клонов. Вот как Наруто, Каги Буншин. Это очень сильно пригодилось. Я думаю, не только мне, всем в Bubble бы я, наверное, пригодилась бы. Какой проект запомнился больше всего? На данный момент «Бесобой». Опять же, потому что я работала на нем дольше всего. И потому что у меня в него самый, наверное, массовый импакт. Поэтому, да, пока что он запомнился мне больше всего. Посмотрим, что будет дальше. Как пришла к работе над сценариями. Это не я пришла, это Рома Катков ко мне пришел. У меня не было выбора. Мне просто сказали, что нам нужен комикс про Чумного доктора, поэтому ты будешь писать комикс про Чумного доктора. Все. Как находить время на творчество? Я не знаю. Правда. Чем бы ты занималась, если бы не нужно было зарабатывать на жизнь? Я бы делала то же самое, что сейчас. То есть мне просто очень сильно повезло, что я рисую комиксы и зарабатываю на этом деньги. Если бы мне не нужно было зарабатывать деньги, я бы все равно бы рисовала комиксы. Ты увлекаешься историей? Да, я увлекаюсь историей. На данный момент я уже 11-й год занимаюсь монгольской историей. Это прям мой all-life project, про который, я надеюсь, когда-нибудь я начну все-таки уже выкладывать комикс. Потому что это очень интересно. Любите историю, не руководствуйтесь стереотипами. Это очень полезная наука, очень полезная для всего. Поэтому, если кто-то ею увлекается, вы молодцы. Худший дедлайн в жизни. У меня их было несколько. У меня было несколько худших дедлайнов в жизни. Один из них был, когда я заканчивала игру на майоре Громе, и у меня одновременно с этим была защита диплома. Это было потрясающе просто. Еще один худший дедлайн у меня был, когда был ва-банк Бесобоя, потому что у меня было страшное выгорание к этому моменту. Я даже не знаю, как я вообще, в принципе, дорисовала эту арку, это было ужасно. И еще очень тяжелые дедлайны у нас были на Ярхе, потому что там были ненормированные номера. И это было очень тяжело заканчивать месяц в месяц, просто вот с огнем из всех щелей практически. Какой из аспектов мифологии тебя привлекает? Это очень широкий, очень пространный вопрос. Мне на самом деле трудно сказать по поводу мифологии, потому что она очень разная в зависимости от того, какая тематика тебе нужна. Но я могу сказать, например, за фольклорную часть я очень люблю обрядовые практики, особенно те, что связаны с управлением самых разных бытовых ритуалов, с похоронами и так далее. Это очень интересно, особенно вот если брать тот же самый шаманизм, мой любимый, сибирский и монгольский. Это очень интересно. Как появилась идея Джайкарна? А я не помню.
А я не помню, это было давно, это было много лет назад. А я просто помню, что я придумала просто вот эту фабулу про то, что есть король, у которого много детей. А почему я ее придумала, я понятия не имею. Комиксы — это искусство? Да, комиксы — это искусство, абсолютно несомненно. Ни в коем случае не нужно их принижать и считать, что они для детей или для глупых или еще для чего-то. Нет, это такое же искусство. На какой вопрос ты бы хотела ответить, но его никак не спрашивают. Так как этот вопрос очень внезапен, я не могу ничего сказать по этому поводу, не знаю. С кем бы из персонажей Баббл ты бы пошла на ужин? Я бы пошла с Ирой на ужин. С Ирой Шарлоттой с Громом я бы пошла с ней на ужин. Она бы меня забрала с этого ужина в прекрасный мир. Я бы никогда больше не появлялась в интернете. У тебя есть хобби? У меня есть хобби, я рисую комиксы. Я повторяю одно и то же, что я рисую комиксы. Мое хобби — рисовать комиксы, кредо — рисовать комиксы. Если бы я не зарабатывала этим на жизнь, я бы все равно рисовала комиксы. Одни комиксы в жизни, просто больше ничего нет. Любимая линейка комиксов. Это эгоистично «Наш Бесобой» и, наверное, «Гром». Ну, Громверс, все, что относится к Грому, как бы я Чумного доктора тоже туда включаю. На самом деле, читайте все наши комиксы классные. С вами была Фобс, это были 23 вопроса, и если у вас остались еще какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях.